Уже довольно долгое время в Германии существует целая культура под названием Fahren der Bierkiste. Ее суть заключается в том, чтобы из обычного ящика для пива сделать транспортное средство. И, как правило, для этого применяют двигатели от триммеров и бензопил. Я же хочу использовать запчасти от старого гироскутера. Разобрав его, мы можем увидеть материнскую плату, гироскоп, мотор колеса и аккумулятор. Платы не пригодятся, а вместо них я буду использовать два китайских контроллера по 350 Вт. Каждый из них будет отвечать за одно колесо, и самое главное, к ним легко подключить ручку газа. А для начала давайте проверим, будет ли работать эта схема. Для этого отключаем аккумулятор и из материнской платы выпаиваем провода питания вместе со штекером. К ним необходимо присоединить по цветам толстый красный и толстый черный провода от контроллера. Чтобы это сделать, нужно откусить фишку. После этого оставшийся тонкий красный провод от контроллера припаиваем к синему, идущего от ручки газа, а желтый вместо соединения толстых красных проводов. Тем самым мы сделали так, чтобы подачу питания можно было активировать с ключа. Далее оставшиеся три провода от ручки газа подключаем к таким же проводам от контроллера. Черный и зеленый, возможно, придется поменять местами. Затем переходим к подключению мотора. Фазные провода соединяем, как обычно, по цветам, с этим проблем возникнуть не должно, а с проводами на датчике холла придется немного поэкспериментировать, поскольку все они немного отличаются друг от друга. Для этого удобно использовать родные фишки гироскутера. После того, как убедились в работоспособности, можно запараллелить контроллеры, но я буду это делать, когда все компоненты будут стоять на своих местах. Для этого сделал каркас из профильной трубы и уголков. Переднее колесо вместе с вилкой взял от самоката, а в качестве руля использовал обрезок трубы, который я закрепил при помощи велосипедного выноса. Также от гироскутера я отрезал крепление для колес и аккумулятора. Контроллеры крепятся при помощи обычных болтов. Распайку проводов же я буду делать в распределительной коробке, которую закреплю внизу рамы. А для того, чтобы запараллелить контроллер, нужно объединить по цветам три провода питания и провода, идущие на ручку газа, черный, зеленый и красный. После чего можно подключать, как и в первый раз, желтый с ручки на толстые красные провода с контроллеров, а синий на тонкие красные. Также соединяем фишки с черными, зелеными и красными проводами. Фазные провода и провода на датчике холла объединять не нужно. Каждый контроллер подключается к своему колесу таким же образом, как я показывал ранее. Также контроллеры нужно обучить. Для этого на каждом из них находим два белых провода, соединяем и разъединяем их в тот момент, когда колесо начнет крутиться равномерно. Если оно вращается в неправильную сторону, нужно повторить эту процедуру еще раз. Помимо этого я подключил разъем зарядки напрямую к проводам питания. Это можно спокойно делать, поскольку в аккумуляторе установлена плата БМС. А для того, чтобы поехать, нужно включить подачу питания при помощи специальной кнопки на раме и повернуть ключ в замке зажигания. Также можно включить свет. Его я, кстати, сделал из светодиодной ленты на 12 вольт, который запитал при помощи конвертера. А когда сядет аккумулятор, достаточно подключить родное зарядное устройство от гироскутера к разъему, расположенному на раме. А теперь давайте протестируем.